Всем привет! Сегодня хочу рассказать про фарм Скарлет монастыря Грейвьярд Соло за протопала на Туртлвове. Для начала возникает вопрос, а зачем вообще это делать? Ответ. Чтобы кукуха не поехала раньше времени. Поясню. Соло-левелинг за протопаладина — это чистой воды безумие. Фармить миллиарды мобов продолжительное время негативно сказывается на состоянии этой самой кукухи. Тебе сорвет резьбу. Поэтому для разнообразия приходится придумывать что-то, что немного отвлечет тебя от бездумного фарма. Возникает резонный вопрос. В чем, собственно, разница между убийством каких-нибудь орков в Арате и фанатиков из Алого Ордена? Ну, во-первых, это просто интереснее. Какой-никакой менеджмент ресурсов, кулдаунов, вы начинаете хорошо разбираться в своем классе, потому что надо использовать все его возможности. Во-вторых, интересный дроп как для себя, а особенно если повезет на рарников. А также куча хороших боешек. Ну а травники могут пособирать грейвмосс, которые очень неплохо стоят на аукционе в районе 30 серебра за штуку, и таким образом еще немножко подзаработать. В-третьих, это опыт. С Рестедом за один проход получается около 30, 35, 40% от уровня, в зависимости от вашего левела. Ну и напоследок, это же круто, проходить данжи в соло. Мало кто может подобное. Итак, дано. Паладин 34-35 уровня. В конце приключения, примерно 38-39, там уж как захотите. Куча вещей и золото в карманах. Уважение. Dungeon Master. Имеем стандартный протобилд. У меня вариация для данжей. Нужен хороший гир, желательно стамина интеллект. Химия по желанию. Я использовал только свитки на стамину, инту, силу, дух и так далее. То, что, в общем, подешевле нашел науки, то и юзал. И самое простое масло на оружие. Но не советую тратить вообще голду на это. Супер бесполезно. 8 СПД — это мало. А если вы инженер, то поздравляю, это будет еще проще для вас. А также не забудьте про поушены на ХП и ману, желательно 35 левела. И в идеале нужно зачарить ваш щит шипами. Сделать это может кузнец. Шипы выбирайте по своему карману. Первые комнаты с фанатиками будут, по моему мнению, самые сложные. Бьют они больно и часто. И если пару раз подряд кританут, то может отвалиться жопа. На самых первых траях покажется, что это супер тяжело и вообще непроходимо. Но на самом деле нужно просто потренироваться. Озон терпел и Ваг велел. Слышали такое? Все. Ну или забить хер и вернуться к своему любимому занятию. Будьте аккуратнее с первым боссом Вишесом из-за дот, которые он накладывает. Не забудьте, что Боб дает иммун только от физического урона, а доты у него бьют Shadow и Fire магией. Не бойтесь в бою с ним слить все кулдауны, в том числе и лоха, потому что следующие паки будут не такие болезненные для вашей. С паком после Вишеса тоже аккуратнее. Держите их спиной к стене, чтобы при лоу хп они не убежали к товарищам по вере, а там стоит 4 моба, и это Габелла. Сливайте первым, кого будет удобнее. Сейчас, мне кажется, сначала нужно слить милишника, а потом уже кастера, потому что его шадоу болты бьют не так уж и много. И держите на всякий случай стан наготове, если вдруг они все-таки ломанутся не туда. Дальше будет коридор с двумя фанатиками. Ничего нового, просто делаем как умеем. После выхода на само кладбище оглядываемся по сторонам. В левом углу может стоять рарник. И тут же нас встречают так обожаемые мной спириты. У них мало хп, бьют они часто и очень слабо, и умирают сами от консекрах и от вашего пассивного урона в виде ауры, шипов на щите и холи шилда. Набирайте прям пачку, опыта за них дают чуть-чуть, но это нивелируется их количеством. Где б таких еще найти да побольше. Чуть дальше будет стоять фантазм. Не самый сложный противник, временами вызывает духа, который бьет достаточно больно, но имеет мало хп, убиваем просто разливая консекраху перед призывом. После фантазма будет опять пара паков спиритов. А вообще можете зачистить тут всех мобов. Например, справа будет стоять зомби, а рядом с ним сундук, в котором тоже бывает неплохой лут. Вообще стройте свой роуд по желанию. Мне проще всего пройти по самому короткому маршруту, потому что так и травы больше получается собрать, и есть шансы в каждом трае нарваться на рарника, но это чисто мое субъективное мнение.
Зомби посложнее. Каждые 30 секунд он кастует курсу, которая снижает весь получаемый хил на 75%, и это супер неприятно для нас. Пытаемся всеми силами авойдить эти касты. На первый каст даем стан, а на второй мы молимся, чтобы он срезистил. И не даем ему эфир ни в коем случае, иначе он соберет всю оставшуюся братву, и они все вместе, дружно оторвут вам ебало. Если второй каст прошел, то включаем печать праведности и не жалеем ману на экзорцизмы. Пытаемся просто его перебить. Тут же недалеко можно собрать Грейв Мосс, но пульте аккуратнее, а то если сагрите фантазма и зомби, то маловероятно выйти из такого боя победителем. А вообще можете группировать паки по вашему желанию, например, из 3 спиритов и 1 зомби или фантазма, а можете убивать их по отдельности, все зависит от уровня вашего эквипа. При спуске в склеп сначала будет фантазм, никаких сюрпризов от него не ждем и убиваем как умеем. А потом аккуратнее, слева ждет зомби, а справа фантазм. Можете выбирать по желанию, с какой стороны вам спускаться. Ниже идут спириты и зомби на проходе к ласту. Собирайте всех в кучу и играйте через Full КД, потому что дальше способности тратить будет некуда. Не забывайте про стан в каст зомби и не давайте мобам обходить себя. В целом, никаких сложностей не должно возникнуть, но если вы думаете, что не справитесь, попробуйте разделить эти паки на безопасные для вас. Если вы легко чистите зомби плюс 3 спирита, то зомби плюс 6 спиритов у вас тоже сложности не вызовут. Спускаемся к одиноко стоящему ласту, и есть 2 тактики его убийства. Либо лосаете все его касты и потихоньку дамажите, не бойтесь, если каст Flame Spike проходит. Если вы в это время вне зоны видимости босса, то урона вы не получите. Это максимально сейфовый способ, но долгий, есть и побыстрее. Встаем лицом к лицу и ловим этим самым лицом все касты, не забывая свитчить ауры в зависимости от применяемого спелла. Shadow Resist прожимаете только под Shadow Bolt. В остальное время должна висеть аура на огненное сопротивление, потому что у Талноса есть 2 инста-огненных скилла. Flame Shock и типа Blast Wave Fire Mage. И без ауры можно быстренько отправиться на ближайшее кладбище. Когда он высохнет по мане, начнет лупить вас руками, но бьет он очень слабо, поэтому спокойно добиваем. И небольшой постскриптум. Хоть я и пытался максимально подробно все рассказать, но это лишь мое видение, и вы можете отыгрывать чуть иначе. Ведь у каждого из вас есть свой опыт, какие-то фишки и наработки. Поэтому попробуйте на эту базу наложить свой плейстайл. Возможно, у вас получится все сделать лучше и быстрее. И всегда пытайтесь оптимизировать свои кулдауны, чтобы они не простаивали слишком много времени. Запомните, ваша сила в хорошем АОЕ уроне и отличной защите от мили ударов, особенно когда они частые и не очень сильные. Нет никакого смысла ковырять одного моба 2-3 минуты и в общей сложности потратить на пронос инста целый час. Так вы и устанете быстро. И не будет никакого смысла в этом занятии, потому что опыта за час вы получите очень-очень мало. Надеюсь, вам понравилось это видео и оно будет полезным. Пишите в комментариях ваши предложения, пожелания и замечания. Буду очень рад подписке на канал. Всем удачи и пока!